Ольский участок заповедника расположен всего в 50 километрах от Магадана, но добраться туда можно только морем. Участок расположен на полуострове Кони, омываемом водами Охотского моря. Его восточная граница проходит по непроходимым горным хребтам. Морской переход занимает пару часов. Эти угрюмые скалы впервые увидели русские моряки более 300 лет назад. С тех пор они мало изменились и завораживают современных путешественников точно так же, как и во времена первопроходцев. Кордон заповедника расположен на мысе Плоский. У них тоже все нормально, новостей, вопросов нет, плюс 20. Вода начала потихоньку падать. Понятно, пусть охрана не уходит, Владимир Игоревич хочет с ним переговорить. Я сейчас тут с шестой с единичкой переговорю, и после этого... Здесь, в Охотское море, впадает одна из крупнейших рек полуострова – Хинджа. Все реки полуострова исключительно горбушевые. На нерест сюда заходит только этот вид лососевых. Стаи горбуши начинают подходить к устью реки в середине лета. Но двигаться к нерестилищу рыба не спешит. Сначала она заходит в места со сравнительно спокойным течением и остается там на время. Как говорят ихтиологи, рыба опресняется, привыкает к пресной воде. В это время облик рыб начинает меняться. Тело сплющивается, у самцов образуется высокий горб. Отсюда и название – горбуша. Вскоре рыба меняется до неузнаваемости. Челюсти удлиняются и изгибаются, образуя настоящий крючковатый клюв, как у хищной птицы. Казалось бы, в таком наряде горбуши ничего не страшно. Но путь к нерестилищу – это настоящее испытание. Все начинается еще на подступах к реке. Здесь, как бессменные часовые, дежурят тюлени-ларги. Неподалеку находится лежбище, где животные отдыхают, дожидаясь своего часа. Их время – прилив. В прилив горбуши проще заходить в реку, и здесь ее поджидают проголодавшиеся тюлени. Поддержку с воздуха обеспечивают чайки. Они не могут пропустить этот бесплатный пир, устроенный самой природой.
выжившие в первых испытаниях продолжают свой изнурительный путь к нерестилищу. Многие несут на себе следы встреч с морскими хищниками. Но сейчас это уже не важно. В их телах и так происходят необратимые изменения. Рыба перестает питаться. Ее желудок и кишечник атрофируются и не выделяют пищеварительные ферменты. Печень не работает. Мышцы быстро теряют накопленный жир. Иммунная система ослабевает. Но, повинуясь могучему древнему инстинкту, тысячи рыб продолжают стремиться туда, где они когда-то появились на свет, и где теперь обязаны завершить свой жизненный цикл. Ни быстрое течение, ни перекаты, ни пороги не могут остановить этот бесконечный ход. А выше по реке Горбушу поджидает еще один любитель рыбы. Полуостров Кони – благодатный край для бурого медведя. Они скапливаются здесь в огромных количествах. Встречи с косолапами постоянны, и инспекторы заповедника никогда не выходят без ружья и верного помощника. Каждый сезон щедрая природа предлагает местным медведям разнообразные лакомства. Летом исключительно рыбный стол. Но даже измученная и обессилевшая рыба – непростая добыча для косолапого рыбака. Приходится изрядно потрудиться, чтобы обеспечить себя на зиму необходимым запасом белка. Как истинный гурман, медведь хорошо разбирается в меню. Он знает, что мясо горбуши стало дряблым и волокнистым, и уже не такое вкусное и калорийное. Его цель – икра, единственный ценный продукт, оставшийся в изнуренной рыбе. И все же большая часть горбуш доберется до мест нереста и там расстанется с жизнью ради ее возобновления. Уже через несколько месяцев новое поколение мальков, унаследовав упорство и целеустремленность родителей, вернется в воды Охотского моря. А еще через 2 года неумолимый инстинкт приведет косяки горбуш к устьям родных рек, и они вновь совершат неизбежное кочевье до смерти. Быстроходный катер заповедника следует по своему регулярному маршруту.
По последним данным, на прибрежной территории Ольского участка заповедника гнездится 15 пар белоплечих орланов. Но вот зоркий глаз исследователя обнаруживает гнездо, которого раньше здесь не было. Ага, и вот взрослый, один на гнезде. Значит, мы нашли новое гнездо белоплечего орлана, которое не заметили во время учета в конце июня. Вот. Там явно что-то есть, потому что только что на наших глазах туда сел взрослый орлан с рыбой, а второй все это время сидел на этом дереве у гнезда. Это явные признаки того, что гнездо занято. Сейчас мы возьмем координаты и, может быть, что-то будем запускать, что ли? Слушай, я бы туда забрался быстрее, чем я собираюсь. Ты туда забрался бы? Ну, конечно. Ты уверен, что ты туда заберешься? Да. Серега, можем чуть-чуть пройти распадок посмотреть? На склоне гнезда сверху хорошо смотреть. На склоне, да, а это я даже не представляю. Там, видишь, верх весь заросший, и до него как ползти. Надо же, а мы его в июне прошли, я его не заметила, этого птенца там. Все время считалось, что белоплечий орлан типичный ихтиофаг. Да, конечно, он предпочитает есть рыбу, потому что это наиболее массовый и доступный корм. Но на северо-охотском побережье, которое отличается своими многочисленными птичьими базарами, вот, орланы очень много едят птиц, до 70% мы смотрели. И некоторые пары, которые вообще живут на крупных птичьих базарах, они практически одними птицами и питаются. На крутых утесах полуострова гнездится великое множество птиц. Суровый климат и холодные воды Охотского моря для них не страшны. Главное – пища, которой здесь в достатке. Птицы правят на этой неприступной тверди с ранней весны и до поздней осени. Самые многочисленные здесь – тихоокеанские чайки и маевки. Маевки – самые морские из чаек. Большую часть времени они проводят вдали от берегов. Суша для них – лишь вынужденная остановка. Маевки не улетают зимовать далеко на юг, стараясь переждать зиму неподалеку от мест гнездования. Тихоокеанская чайка тоже не любитель теплых стран. Для зимовки ей достаточно свободного ото льда моря. Практически вся мировая популяция тихоокеанской чайки выводит птенцов на территории России. Здесь же гнездится и берингов баклан, самый маленький и самый распространенный из 6 видов бакланов. От большинства своих сородичей он отличается более изящной фигурой и спокойным нравом. Берингов баклан кормится исключительно рыбой. В поисках пищи он может улетать очень далеко в открытое море, за что и получил свое латинское название – пелагический баклан.
Очковый чистик – очень распространенная морская птица, гнездящаяся от островов Японского моря до побережья Чукотки. Это самый крупный из чистиковых. Кормятся чистики недалеко от берега. Сначала птицы просто плавают, наблюдая за рыбой. Убедившись, что рыбалка стоит того, чистик ныряет. Такой способ приносит почти 100% результат. На южных, прогреваемых солнцем травянистых склонах расположились колонии и паток, и топорков. Топорки сильно выделяются среди своих соседей. Огромный плоский клюв делает их похожими на попугаев. Но топорки – истинные морские охотники. В поисках рыбы они могут нырять на глубину до 50 метров. Своеобразное строение клюва позволяет приносить в гнездо до 15 рыбок за один раз. Наблюдая за жизнью морских птиц, так свободно и легко обитающих на границе двух сред, понимаешь, что поверхность воды – это не преграда, а всего лишь тонкая граница, разделяющая два таких непохожих, но так тесно связанных мира. Отдай лечение. Основу жизни подводного мира составляют водоросли. Как и растения на суше, они участвуют в процессе фотосинтеза и снабжают нашу планету кислородом. Водоросли являются надежным убежищем для многих подводных обитателей. Здесь уживаются бок о бок самые разнообразные организмы. Но только опытный исследователь может рассмотреть их под покровом густой растительности. Среди актиний и губок нашли себе приют голожаберные моллюски. Голожаберники – плотоядные существа. Поедая ядовитые тела актиний и губок, они сами становятся ядовитыми и опасными для хищников, которые обходят стороной их боевой окрас. Как и голожаберники, многочисленные морские звезды тоже щеголяют неповторимой раскраской. Но внешняя привлекательность обманчива. За ней скрывается недремлющий хищник. Некоторые морские звезды нашли общий язык с морскими губками.
губки всю жизнь проводят на одном месте. Питательные вещества им приносит вода, которую они неустанно фильтруют. А частицы пищи, которые губка профильтровать не может, достаются звездам. Гигантские актинии – такие же домоседы. Чтобы схватить добычу, они используют щупальца, которые придают им сходство с диковинными цветами. Похожий способ охоты использует крупная афиура с жутковатым названием «голова горгоны». В отличие от афиур поменьше, которые довольно ловко перемещаются в поисках пищи, горгоны не любители погони. Вместо этого они обзавелись целой системой ловких щупалец. А вот медуза всегда в поиске лучшего места. Подвластные волнам и морским течениям, они проплывают сотни километров в поисках подходящей пищи. Но главный обитатель моря, конечно же, рыба. В Охотском море насчитывается более 200 видов рыб. Это самое важное звено в пищевой цепи морской экосистемы, обеспечивающей надежную связь между двумя мирами. Прошли столетия с тех пор, как человек начал изучать тайные письмена суровой природы Магаданского края. Но по-прежнему эти реки, горы и море полны загадок и неведомых историй. Здесь еще осталось много дорог, пройдя по которым можно стать свидетелем уникального действа, способного поразить даже самых искушенных зрителей. Но оставаться лишь безучастным наблюдателем недостаточно. Природа была и остается для нас надежным убежищем и защитой. Пришла пора и нам отплатить ей тем же.